Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы вернулись в США для показа нашей новой серии Saints Row. На этот раз мы в Кликвилленде, Северная Каролина, чтобы посмотреть Western Star 57X на заводе Daimler Trucks North America по производству грузовиков в Кливленде. Во время нашего визита мы встретились с Энтоном Пирисом, который провел с нами подробный обход 57X, который вы также можете найти в American Truck Simulator. Этот грузовик считает себя лучшим из обеих миров Western Star. Его ДНК серии X сочетаются с платформой Daimler, протестированы на протяжении миллионов миль, благодаря чему вы получите самый продвинутый автомобиль Western Star на шоссе за всю историю. Мы надеемся, вам понравится это веселое, но обучающее видео с Энтони, который в момент записи был брендом-менеджером Western Star. С тех пор он перешел к новой роли. Мы хотели бы выразить нашу благодарность за всю его тяжелую работу и пожелать ему всего наилучшего на этой новой должности. Ссылочка на этот видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Мы надеемся, вам понравится наша последняя серия Saints Row. Сообщите нам, какая часть понравилась вам больше всего в комментариях ниже. Следите за обновлениями для следующих серий. А пока обязательно подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Во время ваших путешествий по Небраске вы увидите несколько довольно красивых пейзажей. Наша команда усердно работала над воссозданием некоторых из самых популярных мест, которые вы сможете увидеть в нашем предстоящем дополнении Небраску для American Truck Simulator. Давайте подробнее рассмотрим, не так ли некоторые из них, не так ли? Часто рядом с некоторыми из наиболее популярных смотровых площадок вы найдете специальную площадку для парковки. В этих районах вы часто найдете информационное табло, которое предлагает краткую историю этого района, а также некоторые общественные удобства. Одной из наиболее необычных и популярных придорожных достопримечательностей Небраски является Кархенджи, точная копия до английского Стоунхенджа, но, как вы уже догадались, автомобили, построенного в 1987 году Джимми Рейндерсом с помощью членов его семьи. Он построил Хогайм на 38 автомобилей в память о своей покойной отце, который вырос на сельскохозяйственном угодье, где сейчас стоит Кархенджи, к северу от города Альянс. Еще один известной остановкой путешественников в штате является национальный памятник Скоттс-Блафф, откуда открывается захватывающий дух вид на придорожные пейзажи с впечатляющим скальным образованием и широкими равнинами, стоящие из слоев песчаника, вулканического пепла и альверлита. Он возвышается на 800 футов над рекой. Еще в 1980-х годах он также служил важным памятником путешественников, первопроходцев и тем, кто ходил по тропам Орегона и Мормонт. Если вы любите изучать историю Небраски, расположен в уникальном месте вдоль автомагистрали I-80, который мы не пропустили ни один водитель, предлагаем посетителям уникальную историческую экспозицию, которая оживляет американскую историю. Арчай является достопримечательностью и музеем, который стоит как памятник авантюристам, которые пришли по дороге Грейт Плат Ривер и помогли построить Америку. Наша картографическая команда не могли упустить возможность включать это знакомое сооружение в дорожную сеть. Одно место, которое вы наверняка не пропустите, озеро МакКонахи, крупнейшее водохранилище Небраски. При полной загрузке озеро имеет 22 мили в длину и 4 мили в ширину. Здесь вы также найдете гидростанцию Кингсли, которая была построена для удовлетворения растущего спроса Небраски на электроэнергию. В течение года многие посетители продолжают насладиться ее водами, особенно в летние сезоны. Конечно, во время вашего путешествия вы также найдете множество зон отдыха, живописных смотровых площадок и смотровые башен. Обязательно обратите на их внимание. Возможно, вы просто найдете пару смотровых площадок. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете возможности насладиться прекрасным пейзажем, которого наша фотографическая команда детально воссоздала в нашем предстоящем дополнении к игре Небраска. Если да, обязательно добавьте Небраску в свой список пожеланий Steam. На следующий раз продолжайте в том же духе. Ссылочка на Небраску будет в описании данного видеоролика. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент.
Сегодня мы рады поделиться с вами заключительным блогом о третьем фазе проекта California Railway, которым, как мы рады сообщить, будет доступен игрокам American Truck Simulator в предстоящем обновлении 1.50. Ранее мы делились с вами множеством различных тем в нашем блоге, которые, если вы пропустили, можете прочитать здесь. Ссылочка в описании данного видеоролика. Итак, без лишних слов, давайте углубимся в то, что занималась команда. Добро пожаловать в Сан-Франциско, возможно, один из самых известных городов западного побережья и второй по плотности населения крупный город США. Мы рады представить вам информацию о работе, проводимой в Сан-Франциско и его окрестностях, и о том, какие изменения вы можете ожидать в этом районе с точки зрения водителя грузовика. Мы поговорим с Патриком, который был одной из главных движущих сил переделки Сан-Франциско, о процессе, стоящий за всем этим. Когда команда начала работать над этой областью, они считались и смотрели, как к ней подойти. Мы все согласились с тем, что Сан-Фран занимается особенным местом в наших сердцах, и нам действительно понравилась оригинальная версия, которая присутствует на нашей текущей базовой карте. Продолжать объяснять Патрик, изначально ее создал Милан Вавро, которым мы прозвали вот сам карта АТС. Именно он работал над картой после того, как Павел одобрил проект АТС. Мы хотели бы выбрать другой подход, чтобы сохранить очарование и детали, которые он там создал. Однако после того, как Патрик посетил город еще в 2019 году, а совсем недавно была проведена исследовательская поездка, команда вместе пришла к решению о том, как заняться этим районом. Мы решили использовать подход, отличный от подхода в других городах, над которым мы работали. Вместо того, чтобы удалить всю территорию и начать с нуля, мы решили обновить его оригинальное творение и привести его в соответствии со стандартом качества, которого мы придерживаемся сегодня, рассказывает нам Патрик. Мы обновили планировку соответствующим нашим текущим стандартам, включая обновления в окружающей обстановке, такие как замена материалов, новые модели и многое другое. Мы также нашли время, чтобы исправить несколько вещей, которые раньше были невозможны из-за технического ограничений. Сюда входят такие вещи, как ограничение расстояния обзора из таких районов, как мост Золотые ворота и другая часть Буэн-Аэн. Мы обновили, но сохранили побережье Сан-Франциско, а также знаменитые крутые улицы, даже добавили новые трамваи, которые проходят в новом районе карты. Дорожная сеть была переработана, чтобы придать ей современный и более реалистичный вид. И мы обновили все дорожные указатели благодаря нашему австралийскому коллеге Натану. Однако одно изменение, которое вы можете заметить, заключается в том, чтобы большинство крутых улиц стали секретными дорогами, чтобы мы могли сохранить в игре знаменитые дороги, такие как Ломбард-стрит, не заставляет игроков ездить там, где грузовики обычно не ездят. Мы также добавили новую развязку в западной части Байерн-Бридж, которая включает все моста, которые доставляют водителям в центре города. И мы уверены, что игрокам это понравится. Впервые в American Truck Simulator игроки смогут проехать между высокими небоскребами для создания легендарного горизонта, который вы увидите с разных точек по всему району. Мы использовали несколько моих собственных эталонных снимков, чтобы создать модель панорамы, которую можно рассмотреть на расстоянии. Как вы можете видеть, команда Railwork действительно создали всевозможные обновления этой области. Чтобы дать вам представление о том, как нас ждет, мы выделили пару областей, с которыми вы сможете ознакомиться в обновлении 1.50 для АТС. Было бы Сан-Франциско без всемирно известного моста Золотые ворота, наша команда по переделке полностью переделала эту модель с нуля, чтобы на лучший образом отразить текущее состояние на внешний вид и планировку пультов достопримечательностей. Вы обнаружите, что теперь в него включена арка на южном оконечности, а также возможность проехать под мостом, чтобы увидеть форт, если вы найдете дорогу. В общей сложности команда изготовила около 20 различных эскизных версий моста разной длины и ширины, пока не пришли к решению наиболее подходящего для масштаба, с которым мы работали. Это новое обновление, версии которой вы найдете немного шире и длиннее оригинал, просто для соблюдения пропорций. Когда вы въедете на мост, вы подъедете к совершенно новым воротам для взаимной платы за проект, который был построен по индивидуальному заказу. Так что это больше не одна большая сборная конструкция, как это было раньше. Мы также решили убрать искусственный туман, который постоянно окружал мост, и заменить его обновленной системой, которая может генерировать туман с помощью нашей метеорологической системы. И так в зависимости от времени суток или погоды вид может быть разным. Мы рады подарить любимому этому чуду современного мира капитальный ремонт и свежие обновления для всех водителей. Пирс 39, где Сан-Фран впадает в залив для игр.
Это культовый прибрежный район пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города. Наша команда, которая сосредоточилась на переработке этой области, внесла немало изменений, чтобы приспособить водителей грузовиков и добавить больше деталей. Первый гараж для грузовиков, который теперь перенес из пирса 39 в более подходящее место. Мы значительно модернизировали модель пирса, а также переделали дороги в его окрестностях, чтобы они лучше соответствовали его реальному аналогу. Он также служит отличным местом для разворота нашей новой расширенной трамвайной сети, где тоже можно совершить настоящий разворот. Возможно, вы даже сможете познакомиться с некоторыми местными жителями Пирс 39, которые проживают там большую часть года. Мы, конечно же, поговорим о морских львах. Ориентируйтесь по направлению на слух, если хотите их увидеть. Мы рады, что вы сможете сами усмотреть и этот знаменитый район во время доставки или в свободное от поездки время. Поскольку у вас будет возможность ознакомиться с третьей фазой проекта California Rewake, подходящим бесплатное обновление 1.50, мы даже подготовили краткий видеотрейлер, в котором рассказываем о прекрасном преобразовании, происшедших в Калифорнии за последние месяцы. Мы надеемся, что это предварительный просмотр вызовет у вас восторг того, что ждет вас впереди. Ссылочка находится в правом верхнем углу экрана. Мы с нетерпением ждем того времени, когда вы сможете сами последовать этот фантастический город, который будет бесплатным для всех владельцев American Truck Simulator в обновлении не 1.50. Пока мы все еще усердно работаем над тем, чтобы объединить все это, обязательно поделитесь с нами своими мыслями и комментариями в наших социальных сетях, так как наша команда хотела бы услышать, насколько вам нравятся изменения. Надеемся, вам понравилось чтение, и мы с нетерпением ждем возможность поделиться с вами новыми новостями о разработке в ближайшем будущем, а пока продолжайте заниматься грузоперевозками. Готовы ли вы к испытанию, которое проверит ваши знания о мире и ваши детективные способности? В этом сообщении в блоге представляю отрывки из готовящихся к входу дополнения Греция для Euro Truck Simulator 2. Можете ли вы точно указать реальное местоположение на каждом изображении? Дайте нам знать в комментариях ниже. Давайте разгадаем это тайны вместе. Дополнение Греции привносит очаровательные южные истории, красивого залитого солнцем побережья и культурных чудес, делая это жемчужиной Средиземного поистине уникальное. Дополнение к карте не только раскрывает захватывающие пейзажи внутренней Греции, но и приглашает водителей грузовиков исследовать очарование некоторых островов. Сообщите нам, где, по вашему мнению, сделаны эти фотографии. Мы рады увидеть, кто ближе всех подошел к своим догадкам. Хотя это дополнение все еще находится на ранней стадии разработки, мы надеемся, что этот блок позволит загнуть текущую работу. Если ты рад выходу на такой DLC, добавьте дополнение Греции в свой список пожеланий Steam. И следите за всеми последними обновлениями в наш Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ссылочка на Грецию будет находиться в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот так на вас на неделе получилось. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала PakeMaker. Надеюсь, который сейчас видите на экране. А мои лайки, колокольчики и подписка на канал. Всем пока!